Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 5 июня, выпуск промежуточный, понедельник, соответственно. Я надеюсь, все мы помним о днях недели. Ну, что можно сказать? Новости у нас начинаются прямо сейчас. Удивительные новости сегодня. Ну, во-первых, РДК захватили в плен российских солдат. РДК — это русский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины в этой войне. Так вот, он состоит из граждан Российской Федерации, которые зашли на территорию Российской Федерации, взяли в плен военнослужащих Российской Федерации. И что самое парадоксальное, в это же время ЧВК «Вагнер», который фактически является частью вооруженных сил, фактически, еще раз подчеркиваю, является частью вооруженных сил Российской Федерации, берет в плен подполковника вооруженных сил Российской Федерации. И парадоксальным образом россияне, состоящие в русском корпусе, этом милитаризированном образовании, абсолютно с большим уважением ко всем абсолютно отношусь, и сейчас не стараюсь ни в коем случае иронизировать над самими действующими лицами, просто мы сейчас обсуждаем обстановку. Итак, русский добровольческий корпус, если я правильно повторяю название, я извиняюсь, если я в чем-то ошибаюсь, предлагает обменять, в котором состоят граждане Российской Федерации, предлагает обменять граждан Российской Федерации, военнослужащих Российской Федерации, на подполковника Российской Федерации, которого взяли в плен бойцы ЧВК «Вагнера», которые являются по факту стороной боевых действий, то есть воюет на стороне Российской Федерации. И, конечно, состоит в основном из граждан Российской Федерации. Я понимаю, что у вас это вызывает запутанность. Это, конечно, полный, извиняюсь, этот пушной зверек, который вечно преследует Россию на протяжении многих лет. Но вот он как бы случился и сейчас. Это было бы очень смешно, честно вам скажу, если бы не было так грустно, если бы не было войны, если бы не гибли люди с обеих сторон, если бы это не было так страшно, если бы не гибли дети, если не гибли старики, не получались всякие объемные, обширные дела, о которых мы даже сейчас и говорить не будем и не хотим. Мы обязательно поговорим с вами об этом после войны, как все было на самом деле, про зверство, про убийство, про мародерство, про насилие, про многие вещи. Обязательно поговорим, чтобы этого больше никогда не было. Больше никогда. Чтобы мы это все запомнили и боролись с этим, насколько хватает у нас у всех сил. Противостояли любой войне, любой, еще раз подчеркиваю. А уж тем более агрессии. Так. Ну, что, это новость, конечно, которую я вам сообщил, своей парадоксальностью. Конечно, таким интересным, ярким фоном контрастирует на сегодняшнем политическом информационном поле. Далее интереснее. Я сразу переключусь. Мы сильно углубляться в эту новость не будем. Мы понимаем, что идет война, понимаем, что война полна абсурдных ситуаций, но есть как есть. Следующее. Сегодня голос Владимира Путина по радиостанциям, если я не ошибаюсь, Курская, Белгородская и, еще раз повторюсь, не ошибаюсь, Брянской и Воронежской областях, объявил по радио о том, что вводится военное положение, о том, что украинские вооруженные силы вторглись на территорию нескольких российских областей и объявил военное положение, полную мобилизацию и так далее, и так далее. Ну, чем интересна эта выходка? Это, безусловно, конечно, троллинг со стороны украинских, я не скажу, что это вооруженных сил, конечно, здесь явно дело в другом, явно, скорее всего, это украинские спецслужбы подобным образом издеваются, но
Но к чему это ведет? Это ведет к тому, что постоянный крик «волки, волки», и не исключаю, что реальное обращение президента Владимира Путина спустя какое-то время будет расцениваться как пранк, как фейк, и не будет абсолютно восприниматься гражданами Российской Федерации. Это тоже ситуация довольно смешна, если бы не было так грустно. В целом, конечно, сегодняшние новости в основном веселят. Ну, надо же когда-нибудь и улыбнуться в наше грустное время. Владимир Путин, то есть голос Владимира Путина интересным образом повлиял на россиян, которые слушали, я имею в виду, которые слушали, конечно же, это обращение. Ну, понятно, что многие поняли, что это фейк, но еще раз повторяю, в чем интерес этих акций со стороны украинских спецслужб? Скорее всего, точно не знаю, но скорее всего. Скорее всего, это для того, чтобы, еще раз повторяю, в самый ответственный момент, когда Владимир Путин наконец проснется и выйдет из своего летаргического сна и решит, а я уверен, что этот момент рано или поздно настанет, если, конечно, он, извиняюсь, не умрет, ну, либо не будет не в состоянии, все-таки он всеобщую мобилизацию, конечно, объявит. И вот в тот момент, когда он будет объявлять, я думаю, огромное количество граждан Российской Федерации будет похохатывать с этого обращения, считая, что это, конечно же, фейк. Ну, еще раз повторяю, это, конечно, такие достаточно веселые новости. Далее, Сидор косит россиян. Ну, я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Сегодняшнее сообщение о том, что уже на эту минуту, когда я записываю этот ролик, уже 18 людей умерли от отравления напитком, который называется сидр в России. В нескольких областях уже. Сначала это было в одной области, потом распространилось по нескольким областям. В общем, нехитрый способ изобрели предприниматели в российской глубинке. Есть такой напиток, который довольно часто употребляют в Европе, в Великобритании, во Франции, в Голландии. Называется сидр. Это такое легкое яблочное напиток брожения, сделан на основе яблочного сока. Российские предприниматели, умельцы, взяли просто кислый яблочный сок, который прокис, решили его немножко разбавить спиртом и газировочки. Ну, то есть не газировочки, а сделать его газированным, этот напиток. И таким образом, даже с легкой газацией, потому что кислый яблочный сок и так в тех емкостях, куда его упаковывали, и так являлся по своей сути. Вы извините, что я смеюсь, но уже глупость зашкаливает у многих, и уже ничего, кроме смеха, к сожалению, не вызывает. Итак, просто разбавили предприниматели спирт, добавили не этиловый, а метиловый, что, конечно, повлекло трагедию. Я приношу искренние соболезнования людям, которые пострадали, но надо понимать, что перед тем, как употреблять какие-либо напитки, особенно алкоголь содержащие, надо, конечно, ознакомиться с содержимым, надо ознакомиться, кто производитель, надо хоть немножко войти в курс дела того, что вы употребляете, и немножко иметь голову на плечах. Я понимаю, что этот напиток стоил копейки, что он ориентирован был на самые бедные слои населения, что вымирают в России, конечно, самые бедные слои населения, и плевать путинскому режиму на россиян. Я вам сразу скажу, что президенту доложили о этом происшествии, и он лишь махнул рукой и отмахнулся от этой новости, от этого известия. Умирают алкоголики, по его мнению. Значит, такими надо. Помните, как он, оправдывал мобилизацию? Почему же? Что же вы просто пьете без дела и умираете? Не за родину, а просто так. Были бы вы мобилизованы, умерли бы за родину. Не исключаю, вернее, что в будущем этот инцидент будет применен Путиным как раз призыв к всеобщей мобилизации. Дескать, зачем умирать просто так? Вы же видите, какой пример. 18 человек умерло, могли бы умереть за родину. За родину имеется в виду, конечно же, за Путина. Так, большое спасибо, что были со мной. Сегодня выпуск получился, несколько это веселый. Я понимаю, что
В целом, если разбирать ситуацию, то тем для веселья не так уж и много, но тем не менее, еще раз повторяю, стоит иногда и улыбнуться. Юмор черный, сразу говорю, все понимаю и э, искренне извиняюсь перед теми, кто не понимает черный юмор и не приветствую, скажем так. Но есть как есть. Сегодняшний день принес именно такие новости. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Перемены близки. Контрнаступление, судя по всему, уже началось. Судя по всему, еще раз подчеркиваю, посмотрим, как это будет, как события будут развиваться. Основные новости уже завтра, послезавтра, ну и в остальные дни, как мы с вами и планируем работать на этой неделе. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.